Привет, любители BTS. Что происходит, когда двое участников BTS, Чингук и Тэхён, возвращаются к своим делам после службы в армии? Все глаза обращены на них двоих, они наблюдают за каждым движением, каждым выражением лица, каждым ударом сердца, который, кажется, принадлежит публике. Но кто бы мог подумать, что за их улыбками и безупречной внешностью скрывается момент, который ошеломил Чингука, его сердце колотилось, глаза были широко открыты. Что он увидел в Тэхёне в тот момент? Это была просто обычная усталость или было что-то более тревожное? Почему Чингук был таким беспокойным, как будто мир, который он знал, внезапно пошатнулся? Поклонники BTS, ARMY, должно быть, задаются вопросом, что именно происходит за кулисами жизни этих двух икон К-поп? Это был обычный день, плотный график, интенсивные тренировки, постоянные вспышки камер. Чингук, с его неувядающей энергией, шел с энтузиазмом. Но затем что-то остановило его. Его взгляд упал на Тэхёна, который сидел в углу комнаты, его лицо было немного грустным, дыхание ровным, но не таким, как обычно. Что переживал Тэхён? Это было просто следствием плотного графика или происходило что-то более серьезное? Чингук наклонился ближе, его глаза были полны вопросов. «Щон, ты в порядке?» — спросил он, его голос почти дрожал. Тэхён кивнул, пытаясь улыбнуться, но Чингук знал, он узнал каждое выражение на лице своего лучшего друга. Что-то было не так. Это было в первый раз или это случалось с ними много раз раньше? Поклонники могут подумать, что это просто усталость, но что, если за этим скрывается нечто большее? Что, если за его смехом и ослепительной внешностью тело Тэхёна на самом деле борется? Что бы произошло, если бы у одного из участников BTS действительно были серьезные проблемы со здоровьем? BTS были не просто группой, они были семьей. И когда один из участников группы пострадал, остальные участники группы почувствовали ту же боль. Чингук, который всегда считал Тэхёна сильной фигурой, внезапно вспомнил, что даже у героев есть свои пределы. Не пора ли миру осознать, что за блеском и славой скрываются измученные, страдающие и уязвимые люди? Военные по всему миру, должно быть, испытывают ту же тревогу. Уделяло ли агентство достаточно внимания их здоровью? Или давление, которое требовало, чтобы они всегда выглядели идеально, разрушало их счастье и благополучие? А затем пришла шокирующая новость. Источник, близкий к группе, рассказал, что Тэхён уже некоторое время борется с заболеванием. Но что это было? Серьезно? Почему никто не рассказал об этом фанатам раньше? Чингук, который обычно был веселым, внезапно стал более серьезным, более защищающим. Было ли это причиной его более позднего тихого поведения? Знал ли он что-то, чего не знала публика? Это были не просто новости, это был настоящий закулисный взгляд на блестящую жизнь BTS. И одно было точно, мир не знал всего. Так что же на самом деле случилось с Тэхёном? Повлияет ли это на будущее BTS? И самое главное, будут ли ARMY готовы принять любую правду, которая вот-вот откроется? Оставайтесь с нами для получения дополнительных новостей, потому что одно точно, каждая секунда, каждое слово, каждое выражение, которое делают Чингук и Тэхён, теперь имеет более глубокий смысл, чем когда-либо прежде. Мир развлечений, особенно индустрия К-поп, часто украшен ослепительным сценическим светом, громовыми криками фанатов и идеальной аурой, которая, кажется, никогда не померкнет. Однако за всем этим стоят истории обычных людей, которые устали, больны и иногда нуждаются в отдыхе от яркого света камеры. История Чингука и Тэхёна на этот раз напоминает нам, что даже самые яркие звезды могут померкнуть на мгновение. Новость о том, что Чингук был шокирован состоянием Тэхёна, потрясла ARMY по всему миру. Почему бы и нет? Тэхён, который всегда выглядит полным харизмы с его очаровательной улыбкой, внезапно выглядит вялым, его лицо бледнеет, как будто энергия, которая обычно взрывается на сцене, медленно испаряется. Чингук, которого называют свирепым Макне, внезапно превращается в бдительную фигуру, его глаза продолжают следить за каждым движением Тэхёна, как будто он беспокоится, что случится что-то плохое. Что именно случилось с Тэхёном?
Это просто побочный эффект плотного графика после службы или есть что-то более серьезное? Несколько источников из его окружения сообщили, что Тэхён действительно испытывал сильную усталость в последние несколько недель. Однако, как настоящий профессионал, он всегда пытается скрыть это улыбкой, по-прежнему показывая свое лучшее выступление каждый раз, когда появляется перед камерой. Но Чингук знает, он знает Тэхёна лучше, чем кто-либо другой. Он знает, когда улыбка искренняя, а когда это просто маска, скрывающая боль. Наблюдательные фанаты, возможно, заметили едва заметные изменения в последних нескольких появлениях Тэхёна. Его обычно ловкие движения кажутся немного медленнее. Его обычно теплый голос звучит немного тяжелее временами. И самое тревожное, свет в его глазах, обычно такой яркий, кажется, немного потускнел. Это признак того, что ему нужно больше отдыхать? Или это следствие неумолимого давления индустрии на совершенство? Очевидно, реакция Чингука отражает то, что чувствуют многие в ARMY. Беспокойство, страх и гнев. Почему кто-то такой великий, как Тэхён, должен продолжать работать в таких условиях? Индустрия К-поп печально известна своим неумолимым рабочим темпом, но как долго эти айдолы должны жертвовать своим здоровьем, чтобы оправдать ожидания? Среди всех домыслов одно можно сказать наверняка: Тэхён не слабак. Он столько всего пережил в своей карьере, и он справится с этим. Но вопрос в том, должен ли он проходить через это в одиночку? Именно здесь Чингук и остальные участники BTS становятся такими важными. Они не просто участники группы, а семья, которая поддерживает друг друга. И когда Чингук выглядит таким заботливым, это свидетельствует о том, насколько глубока их связь. Так что же будет дальше? Даст ли агентство Тэхёну достаточно времени для отдыха? Или он будет вынужден вернуться к бескомпромиссному графику? А что насчет ARMY? Объединятся ли они в поддержке любого решения, которое будет лучшим для Тэхёна, даже если это означает, что придется дольше ждать, чтобы снова увидеть его на сцене? Одно ясное послание из этого инцидента: несмотря на всю их славу и успех, Чингук и Тэхён все еще люди. Им нужен отдых, им нужно время, чтобы исцелиться, им нужна безусловная поддержка. И, возможно, миру пора вспомнить, что за каждой песней, каждым танцем и каждой улыбкой, которую они дарят, стоят души, которые также нуждаются в принятии, в признании их слабостей, в разрешении не всегда быть сильными. История Чингука и Тэхёна на этот раз не просто новость, это напоминание. Напоминание о том, что даже героям нужно задавать вопрос: «С тобой все в порядке?» И самое главное, нужен тот, кому действительно важен ответ.